Здравия желаем. Как изволили почивать? Прекрасно. А я тут, как видите, как некий цинциннат, седо ворошу. Теперь настали такие времена, и слава Богу, что человек должен собственными руками себе пропитание представлять. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав. Добро пожаловать. Доброе утро. Я знаю, вы привыкли к роскоши и удовольствию. Но ведь и великие миры сегодня не гнушались провести короткое время под кровом хижины. Ой, да помилуйте. Какой же я сильный мир сего. И к роскоши я не привык. Ну, позвольте. Хоть я уже издан в архив, но я тоже, знаете, потерся в свете и вижу птицу по полету. Я тоже, знаете, психолог по-своему и физиогномист. Скажу вам без комплиментов, дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренне радует. Позвольте полюбопытствовать. Вы с моим Евгением давно знакомы? Да, с нынешней зимы. Так. Позвольте вас еще спросить, но не присесть ли вам? Извольте. Прошу. Позвольте вас еще спросить, только откровенно, как отцу. Какого вы мнения о моем Евгении? Ваш сын один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался. Итак, вы полагаете? Я уверен, что вашего сына ждет великая будущность. Он прославит ваше имя. Я говорю это абсолютно искренне. Вы меня совершенно счастливили. Я должен вам сказать, что я боготворю своего сына. Да. Я уже не говорю о моей старухе, известна мать, но я не смею при нем высказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излияний. Многие его даже осуждают за такую твердость его нрава и видят в нем признак гордости или бесчувствия. Но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот, например,
Другой на его месте тянул бы, дотянул бы со своих родителей. А у нас, поверите ли, он отроду лишней копейки не взял, ей-богу. Он бескорыстный, честный человек. Именно, бескорыстный. А я, Аркадий Николаевич, не только боготворю своего сына, я горжусь им. И все мое честолюбие заключается только в том, чтобы когда-нибудь в его биографии стояли следующие слова. Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано разгадал его и не пожалел ничего для его воспитания. Как вы полагаете, он не на медицинском поприще достигнет той славы, которую вы ему пророчите? Разумеется, не на медицинском. Хотя он и в этом отношении будет из первых А ученых. на каком, Аркадий Николаевич, поприще? Сейчас трудно сказать. Но он будет знаменит. Он будет знаменит? Угу. Арина Власевна приказали просить чай покушать. А холодные сливки к малине будут? Будут. Смотри, чтобы холодные. А что это Евгений не идет? Я здесь. О, ты собрался навестить своего приятеля, но ты опоздал, амиго. А у нас уже состоялась длительная беседа. А сейчас нужно идти чай пить. Мать зовет. Доброе утро. Мне надо с тобой поговорить. О чем? Да тут есть один мужичок, он страдает иктером. То есть желтухой, ты хочешь сказать? У него, знаешь, хронический и очень упорный иктер. Я прописал ему золототысячник и зверобой. Морковь заставил есть, давал соду. Но все это паллиативные средства. Вот надо что-нибудь порешительнее. Ну, ты хоть и смеешься над медициной, а я уверен, ты можешь подать мне дельный совет. Ладно, пойдем чай пить. Вперед! Закон, закон, закон себе поставим. Нара, нара, Мое детство. Знаешь, я всего-то провел здесь года 2 с рядом. Мы все больше по городам шлялись. Бродячая жизнь, гарнизоны. А вон то дерево, видишь? Угу. Я его с детства помню. Напротив него в реке остатки старого моста. Да. Я в то время был уверен, что они, это дерево, эти старые сваи, обладали особенным талисманом. Талисманом? Да. Я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал от того, что был ребенком. Но теперь я взрослый. Талисман не действует. Ты тоже был романтиком. Надо же. А дом ваш давно стоит? Давно. Его еще дед мой построил. Отец моей матери. Хорошо живется моим родителям. Отец 60 лет хлопочет, толкует о паллиативных средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами. Крутит, одним словом. И матери моей хорошо. День ее до того напичкан разными занятиями, охами да ахами, что и опомниться некогда. А я... А ты? А я думаю, вот лежу я здесь под стогом. Узенькое местечко, которое я занимаю, так крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет.
И часть времени, которое мне удается прожить, так ничтожно перед вечностью, где меня не было и не будет. А ведь в этом атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает. Хочет чего-то тоже. Что за безобразие? Что за пустяки? Позволь себе заметить, то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям. Ты прав. Просто я хотел сказать, что мои родители заняты делом и не беспокоятся о собственном ничтожестве. Оно им не смердит, а я ощущаю только скуку да злость. Злость? Злость на такую жизнь. Хочется с людьми возиться. Хоть ругать их, да возиться с ними. Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно. А я вот из себя хочу сделать такого человека, которого надо бы наслушаться или ненавидеть. Настоящего человека. Странно. А я никого не ненавижу. А я так и многих. Ты нежная душа. Размазня. Где тебя ненавидеть? Ты робеешь, мало на себя надеешься. А ты на себя надеешься. Ты высокого мнения о себе. Когда я встречу человека, который бы не спасовал передо мной, тогда я изменю мнение о самом себе. Ненавидеть. Ты, например, сказал мне сегодня, проходя мимо избы нашего староста Филипп. Какая она славная, белая, сказал ты. Вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое помещение. И всякий из нас должен способствовать этому. А я возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, из-за которого я должен из кожи лезть, и который мне даже спасибо не скажет. Да и на что мне его спасибо? Но будет он иметь белую избу. А из меня лопух расти будет. Ну, а дальше? Ну, Евгений. Что, не по вкусу? Давай-ка лучше спать. С величайшим удовольствием. Уеду отсюда завтра же. Скучно, работать хочется. Здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в Марьино. Я же там препарат все свои оставил. У вас хоть запереться можно. А то отец мне твердит: мой кабинет к твоим услугам, никто тебе не помешает. А сам от меня ни на шаг. Да и мать тоже. Я же слышу, как она вздыхает за стеной. Но выйдешь к ней, не сказать нечего. Очень она огорчится. Да и он тоже. Я к ним еще вернусь. Посмотри. Сухой лист оторвался и падает. Его движение очень сходно с полетом бабочки. Ха, странно. Самое печальное и мертвое сходно с самым веселым и живым. О, друг мой, Аркадий Николаевич, об одном прошу тебя, не говори красиво! Да я говорю, как могу. Да ну и потом, что за деспотизм? Мне в голову пришла мысль, а чего мне не высказать ее? Так, но почему же мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво неприлично. Ну а что ж прилично? Ругаться? Ну, да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам своего дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если бы услышал тебя. Как ты назвал Павла Петровича? Я его назвал как следует идиотом. Это, однако, нестерпимо. А, родственные чувства заговорила?
Ха-ха-ха. Я заметил, она очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек. Со всеми предрассудками расстаться. Но сознаться, например, что брат твой, который чужие платки крадет, вор, это свыше его сил. Да и как же можно? Мой брат! Мой! И вдруг... Ха-ха-ха, невозможно. Евгений, мы наконец поссоримся. Ах, Аркадий, сделай одолжение. Поссоримся раз хорошенько, до положения риза, до истребления. Ведь это, однако, мы кончим тем, что... Что? Подеремся? Что ж, здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров. Ничего. Но ведь ты со мной не сладишь. Вот я сейчас схвачу тебя за горло. А, вот куда вы забрались. А я вас все искал. Ну что ж, это прекрасно. Лежать на сене и смотреть в небо. Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть. Жаль, что помешал. Полная так никакая дружба не выдержит. Смотрю я на вас, юные мои собеседники, и не могу налюбоваться. Сколько у вас силы, молодости, талантов. Просто Кастер и Пол. Мифологию метнул. Диаскуры. Однако полный отец, не нежничай. Но я не с тем пришел, чтобы комплименты вам говорить. Я просто хотел сообщить вам, что пора обедать. Ты уезжаешь? Да. Мне нужно. Распорядись, пожалуйста, насчет лошадей. Хорошо. На подставу? Хорошо. Как же так, Евгений? Мне нужно съездить к нему на короткое время. Я потом опять сюда вернусь. Ну да, конечно. На короткое время. Ну да. А я было думал, что ты у нас подольше. 3 дня. За 3-то года, Евгений, маловато. Это же маловато, Евгений. Да я ж тебе говорю, что я скоро вернусь. Мне необходимо. Ну, необходимо. Ну да, конечно. Прежде всего, надо исполнять свой долг. Так, высылать лошадей. Конечно, мы с Ариной этого не ожидали. Она вот цветы взяла у соседки, чтобы твою комнату убрать. Свобода — это главное. Это мое правило. Не надо никого стеснять. Я скоро вернусь, отец. Право.
Я вернусь через месяц. Я вернусь никак не позже, чем через месяц. Бросил. Бросил нас. Бросил. Вась, Скучно ему стало с нами. Один. Как перс теперь один. Один. Васенька, Васенька. Сын отрезанный ломоть. Может, и сокол. Захотел — улетел. Захотел — прилетел. А мы с тобой, как опенки на дупле, сидим редком и не с места. Только я у тебя останусь. Навек, неизменно, как и ты для меня. Направо или налево? Евгений, направо? Это что за глупость? Да я знаю, что глупость. Да что за беда? Разве нам в первый раз? Как знаешь. Давай направо. Ну сюда. Анна Сергеевна сейчас выйдут. Не ожидала вас так скоро увидеть. Мы проездом в город. Вот сейчас же и отправляемся. Катя, извините, нездорова. Передавайте поклон Николаю Петровичу. На меня нынче хандра напала.
Не обращайте внимания. И приезжайте еще раз через некоторое время. Молодые господа приехали. Дуняша, Маняша! Приехали. Павел! Дуняша! Павел! Ой, скорее! Дуняша, встречай. Павел! Павел, они приехали. Слышу. Вот и прекрасно. Ой. Войдите. Не помешаю? Да нет, пожалуйста. Евгений Васильевич, я смотрю, вы себя изнуряете. Сколько уж дней работаете и работаете. У Павла к ночи сильный припадок был. До утра мучился. Что ж меня не позвали? М? Понятно. Я вам не мешаю? Да что вы, Николай Петрович, пожалуйста. Аркадий какой-то беспокойный стал. Давеча меня из-за старых писем извел. Николай Петрович, вы управляющему назначили? Да-да. Евгений Васильевич, М? а как вы думаете, медь можно купать в сырой воде? Нет, лучше в дождевой. Нагреть ее на солнышке. Или в кипяченой. Угу. Как я и говорю, какой-то беспокойный стал. Открыто. Прошу прощения, но... Брат заверил меня, что вы тут наблюдаете что-то сверхлюбопытное. Не дозволите ли?
Пожалуйста. Мерси. Вот этим винтом регулируется. Мерси. Угу. Любопытно? Что же вы давеча меня не позвали? Вы сами, помнится, говорили, что вы не верите в медицину. Не помешаю? О, дядя, и ты к науке приобщаешься. Да нет. Мы тут про медицину стали было говорить. Впрочем, мы друг друга понять не можем. Я, по крайней мере, не имею чести вас понимать. Павел. Еще бы. Человек все в состоянии понять. И как эфир трепещет, и что на солнце происходит. А как другой человек может сморкаться иначе, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии. Что? Это остроумно? Не нахожу. Может, Аркадий оценит? Извините, Евгений Васильевич. Однако, Евгений... Что? Нет, работай, я мешать тебе не стану. И на том спасибо. Ты знаешь, я надумал тут съездить. В Никольское. Что это за письма, которыми ты извел отца? Так ты что, все знаешь? А это письма матери Анны Сергеевны к моей матушке. Так вот, их теперь нашли где-то в сундуках и... Ну, так отвези. А мне работать охота. Отвези, Аркадий Николаевич, отвези. Повод хороший. Стой! Это вы? Да, я. Как хорошо все получается. Что хорошо? Ну, ни дворецкого, ни доклада. Пойдемте к сестре. Она обрадуется вам. Здравствуйте, беглец. Катя, где ты его нашла? Анна Сергеевна, я привез вам нечто такое, чего вы никак не ожидаете. Вы себя привезли, это самое лучшее. Ее Тиной опутывай. Вот так. Поймал! Спокойно. Я сейчас. Оставь ее. Доброе утро, Федосия Николаевна. Доброе утро, Евгений Васильевич. Что вы там делаете? Букет вяжете? Да, на стол к завтраку. Николай Петрович это любит. Экая прорва цветов.
жарко станет и не выйти. Совсем я расслабела от этого жара. Уж я боюсь, не заболею ли я. Что за фантазия? Давайте-ка ваш пульс пощупать. 100 лет проживете. Ой, боже упаси. Вот я сейчас молодая, все могу сделать. И пойду, и приду, и принесу, и никого мне просить не нужно. А в 100 лет, что уж это за жизнь? Только себе в тягость. Так лучше быть молодой. А то как же? А вы все учитесь? И не скучно вам? Вы чай и так уж все знаете. Да ведь не все. Ну-ка, попробуйте вы прочесть что-нибудь. Да я не пойму тут ничего. Попробуйте. О, Крео, Зоте. У вас, когда вы читаете, кончик носа очень мило двигается. Я люблю, когда вы смеетесь. Полноте. И люблю, когда вы говорите. Точно ручеек журчит. Какой вы. И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели. Эх, Федосия Николаевна, поверьте, все умные дамы на свете не стоят вашего локотка. Ну вот еще что вздумали. А знаете что? С тех пор, как вы мне те капельки принесли, помните? Уж как Митенька хорошо спит. Я уж и не придумаю, как мне благодарить вас. Такой вы добрый, право. Ну, по-настоящему надо лекарям платить. Лекаря вы сами знаете, народ корыстный. Если вам угодно, мы с удовольствием. Нужно будет Николая Петровича спросить. Да вы что ж думаете, что я от вас денег хочу? Нет, мне от вас не деньги нужны. А что же? Что? Мне нужно одну из этих роз. Ой, извольте, извольте. А какую вам, красную или белую? Красную. И не слишком большую. Что такое? Николай Петрович? Нет, они в поле уехали, да я их и не боюсь. Мне показалось, Павел Петрович. Нет никого. Возьмите. А с какой стати вы Павла Петровича боитесь? Да они все пугают меня. Говорить не говорят, а смотрят так. Мудрено. Да и вы его не любите. Я уж и не знаю, о чем там у вас спор идет. А только вижу, что вы его и так крутите. И так. Понюхайте, как славно пахнет роза, что вы мне дали. Постойте. Я хочу понюхать с вами. Не надо. Грешно вам, Евгений Васильевич.
войдите. Я должен извиниться, что мешаю вам в ваших ученых занятиях. Но я принужден просить вас уделить мне 5 минут вашего времени, не более. Все мое время к вашим услугам. С меня 5 минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос. Вопрос. О чем это? А вот извольте выслушать. В начале вашего пребывания в доме моего брата, когда я еще не отказывал себе в удовольствии беседовать с вами, мне случалось слышать ваши суждения о многих предметах. Но сколько мне помнится, ни между нами, ни в моем присутствии речь никогда не заходила о поединках, о дуэли вообще. Позвольте узнать ваше мнение об этом предмете. Вот мое мнение. С теоретической точки зрения дуэль нелепость. Ну а с практической дело другое. То есть вы хотите сказать, если я понял, что каково бы ни было ваше теоретическое воззрение на дуэль, на практике вы не позволили бы оскорбить себя, не потребовав удовлетворения? Вы вполне угадали мою мысль. Очень хорошо. Мне очень приятно это слышать от вас. Ваши слова выводят меня из неизвестности. Из нерешимости, хотите вы сказать? Это все равно. Я выражаюсь так, чтобы меня поняли. Я не семинарская крыса. Итак, я решил драться с вами. Со мной? Непременно с вами. Да за что, помилуйте? Я бы мог объяснить вам причину, но я предполагаю умолчать о ней. Вы, на мой вкус, здесь лишний. Я вас терпеть не могу, я вас презираю. И если вам этого недовольно... Очень хорошо. Дальнейших объяснений не нужно. Вам пришла фантазия испытать на мне свой рыцарский дух? Я бы мог отказать вам в подобном удовольствии. Да уж куда ни шло. Чувствительно вам обязан. И могу надеяться, что вы примете мой вызов, не заставляя меня прибегнуть к насильственным мерам. То есть, говорят, без аллегории к этой палке? Это совершенно справедливо. Вам нисколько не нужно оскорблять меня. К тому же это не совсем безопасно. Вы можете остаться джентльменом. Принимая ваш вызов, тоже по-джентльменски. Прекрасно. Сейчас несколько слов об условиях нашего поединка. Но вначале я бы желал знать, считаете ли вы уместным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом для моего вызова? Нет, лучше обойтись без формальностей. И я так думаю. Полагаю также неуместным вникать в подробности нашей ссоры. Мы друг друга терпеть не можем, чего же больше? Чего же больше? Что же касается самих условий поединка, то так как у нас секундантов не будет, ибо где же их взять? Именно. Где их взять? То я имею честь предложить вам следующее. Драться завтра рано. Положим 6 часов. За рощей, на пистолетах, барьер в 10 шагах. В 10 шагах? Мы на это расстояние ненавидим друг друга? Можно и 8. Можно и 8. Стрелять 2 раза. А на всякий случай пусть каждый положит в карман письмецо, в котором он сам обвинит себя в своей кончине. Вот с этим я не согласен. Слишком на французский роман сбивается. Неправдоподобно что-то. Может быть. Но согласитесь, что неприятно подвергнуться подозрению в убийстве. Согласен. Но есть средства избежать этого грустного нарекания. Секундантов у нас не будет, но может быть свидетель. Кто именно, позвольте узнать? Да Петр. Какой Петр? Камердинер вашего брата. Он человек, стоящий на высоте современного образования и может исполнить свою роль совсем необходимым в подобных случаях камильфо. Кажется, шутить изволите, милостивый государь. Нисколько. Обсудивши мое предложение, вы убедитесь, что оно не лишено здравого смысла и простоты. Шило в мешке не утаишь, а Петра я берусь подготовить надлежащим образом и перевести его на место побоища. Вы продолжаете шутить?
Но после любезной готовности, которую вы мне оказали, я не имею права быть на вас претензий. Итак, все устроено. Кстати, пистолетов у вас нет? Да откуда же, Павел Петрович? Я не воин. В таком случае я предлагаю вам взять мои. Можете быть уверены, что вот уже последние 5 лет я не стрелял из них. Ну что ж, это очень утешительное известие. Милостивый государь, мне остается поблагодарить вас и вернуть вас к вашим занятиям. Честь имею кланяться. До приятного свидания, милостивый государь мой. Черт возьми. Как красиво и как глупо. Экую комедию мы отломали. Ученые собаки так на лапах танцуют. Скверно. Очень скверно.
Извините, я, кажется, заставил вас ждать. Я не хотел будить моего камердинера. Ничего. Мы сами только что пришли. Тем лучше. Никого не видать, никто не помешает, мы можем приступить. Приступим. Новых объяснений вы, я полагаю, не требуете. Не требую. Угодно. Вам заряжать? Нет, заряжайте вы. А я шаги отмерять стану. Ноги у меня длинные. Батюшка Павел Петрович, Евгений Васильевич. Нет. Раз, Нет, два, нет. 3. Тихо. Молчать. Тебя под пули никто не тянет. Будешь стоять подальше, в стороночке и смотреть. И все. Понял? А между тем, подумай, какая важная роль тебе предстоит. Евгений Васильевич, воля ваша, я отойду. Отойди, братец, отойди. Можешь даже за дерево встать и уши заткнуть. Только глаз не закрывай. А повалится кто, беги подымать. 7, 8. Хватит или еще 2 шага накинуть? Как вам угодно. Ну, накинем еще 2 шага. И 10. Вот и барьер. Кстати, Павел Петрович, а насколько каждый из нас должен отойти от барьера? Вопрос этот важный. Вчера о нем не было дискуссий. Я полагаю, 10 шагов довольно. Соблаговолите выбрать? Соблаговоляю. А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычен до смешного. Вы только посмотрите на физиономию нашего секунданта. Вам все желательно шутить. Я не отрицаю странности нашего поединка, но считаю своим долгом предупредить вас, что я буду драться серьезно. О, я не сомневаюсь, Павел Петрович, что мы решились истреблять друг друга. Но почему же не посмеяться и не соединить полезное с приятным? Я буду драться серьезно. Вы готовы? Совершенно. Можем сходиться. Стоять! Вы ранены? Вы имели право подозвать меня к барьеру. А это пустяки. По условию каждый имеет еще по одному выстрелу. Ну, извините, это до другого раза. Теперь я уже не дуэлист, а доктор. И прежде всего должен осмотреть вашу рану. Да где же он, Петр? Все это вздор. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи. И надо опять. От новости. Обморок. С чего бы это? Кость цела. Через 3 недели хоть поляши. Ох уж мне эти нервные люди. Убитый. Ступай за водой поскорее, братец. А у нас сейчас с тобой переживет. Кончается. Экая глупая физиономия. Да ступай за водой, черт. Не нужно. Это минутное головокружение. Помогите мне сесть.
Вот так. Эту царапину стоит только прихватить, я дойду домой пешком. А не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вам угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно. Сегодня. Сегодня, заметьте. О прошлом вспоминать не стоит. А что касается до будущего, нечего и голову ломать. Потому что я намерен немедленно улизнуть. Давай, бегом, в усадьбу, за дрожками. Живо! Смотри, брата не испугай. Не вздумай ему докладывать. Не туго ли? Нет, ничего. Прекрасно. Как вы полагаете, что о нас думает этот человек? Кто ж его знает? Всего вероятнее, что ничего не думает. Русский мужик, кто его поймет? Он сам себя не понимает. Ах, вот вы как. Вы посмотрите, что наделал ваш глупец Петр. Ведь брат сюда скачет. Брата не обманешь. Надо будет сказать ему, что мы повздорили из-за политики. Очень хорошо. Вы можете сказать ему, что я бронил всех англоманов. Прекрасно. Что это значит? Евгений Васильевич, помилуйте. Ничего. Что это такое? Ничего. Тебя зря побеспокоили. Да из-за чего? Из-за чего все вышло, ради бога? Ну, как тебе сказать? Господин Базаров непочтительно отозвался о сэре Роберте Пиле. О, Господи. Спешу прибавить. В остальном виноват один только я. Господин Базаров вел себя отлично. Я его вызвал. Да у тебя кровь, помилуй. А ты думал, что у меня вода в жилах? Но это кровопускание мне полезно. Ай. Не так ли, доктор? Но! Осторожно. Ну, чего собрались? Ишь, невидаль какая! Господа! Господа, они и есть господа. Это их занятие. На мое-то время господа тоже, да, дировались. Благородные господа между собой. А этих прощелык за их грубость они бы на конюшне высечь заставили. Вот! Это были господа. Ну? Успокойся, Павел. Рана пустяковая. Евгений Васильевич уверяет, что
Ах, я не потерплю, чтобы какой-то наглец. Павел. Ну что, доктор? Все, как вы говорили. Неосторожное обращение с оружием. Сначала усомнился, а потом 25 серебром получил и стал даже уверять, что люди сплошь и рядом сами себя ранят. Да, брат просил вас зайти к нему. Да. Лошади уже заложены, все готово, но, может быть, остались бы до утра? Нет. Хочу сказать вам, Евгений Васильевич, мой бедный брат, конечно, виноват. Зато он и наказан. Я верю, что вам нельзя было избегнуть этого поединка. Мой брат человек прежней закалки, вспыльчивый, упрямый. Господи, хорошо, что так все кончилось. Я принял нужные меры к избежанию огласки. Я оставлю свой адрес на случай, если выйдет история. Я надеюсь, никакой истории не будет. Евгений Васильевич, мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получило такой конец. Мне это тем более огорчительно, что Аркадий... Я, наверное, вижу с ним. В противном случае прошу передать мой поклон и выражение искреннего сожаления. Городской эскулап целиком одобрил все ваши назначения. А повязку назвал идеально. Я знаю. Хочу пожать вам на прощание руку. Честь имею. Я не люблю Гейна. Ни когда он плачет, ни когда смеется. Я его люблю, когда он задумчив и грустит. А мне нравится, когда он смеется. Погодите, мы вас переделаем. Кто переделает? Вы или Анна Сергеевна? Сестра, так же, как и вы, находилась под влиянием вашего друга. Как и я. А вам кажется, что я уже освободился из-под его влияния? Я знаю. Он вам никогда не нравился. Я не могу о нем судить. Знаете ли что, Катерина Сергеевна? Нет такого человека, о котором каждый из нас не мог бы судить. Это просто отговорка. Он не то, что мне не нравится, а я чувствую, что он мне чужой. И я ему чужая. Да и вы ему чужой. Это почему? Как вам сказать? Он хищный, а мы с вами ручные. И я ручной. Ну, послушайте, Катерина Сергеевна, ведь это в сущности обидно. А разве вы хотите быть хищным? Хищным? Нет. Но сильным, энергичным. Этого нельзя добиться хотением. Вот ваш приятель этого не хочет, а в нем это есть. Нет, вы не даром одной крови с Анной Сергеевной. Вы также самостоятельны, но вы более скрытны. Вы одинаково умны. В вас столько же, если не больше, характера,
Как у ней? Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста. Это для меня слишком невыгодно. Вы как будто забыли сестра и красавица, и умница. И вам в особенности, Аркадий Николаевич, не следовало говорить такие слова. Да еще с таким серьезным лицом. Катерина Сергеевна, Катерина Сергеевна, вам это может быть все равно? Но знайте, я вас не только на вашу сестру, я вас ни на кого на свете не променяю. Вот так. Послушайте, я давно хотел спросить у вас. Вы как будто меня боитесь. Яс? Да, вы. Вы никогда на меня не смотрите. Точно у вас совесть нечиста. Ведь у вас совесть чиста? А чего ж ей не быть чистой? Мало ли от чего. Впрочем, перед кем вам быть виноваты? Передо мной это невероятно. Перед другими лицами в этом доме это дело несбыточное. Разве что перед братом. Ведь вы брата любите? Люблю. Всей душой? Всем сердцем? Я Николая Петровича всем сердцем люблю. Право. Посмотрите мне в глаза. Фенечка, вы знаете, большой грех лгать. Я не лгу. Мне Николая Петровича не любить, да после этого мне и жить не надо. И ни на кого другого его не променяете? На кого ж я могу его променять? Мало ли на кого. Господи, Боже мой! Павел Петрович, за что вы меня мучите? Что я вам сделала? Ну как же можно такое говорить? Фенечка, ведь я же видел. Что вы видели? Да в чем же я тут виновата? Вы не виноваты? Нет, нисколько. Я Николая Петровича одного люблю и век любить буду. А что вы видели? Так я на страшном суде скажу, что моей вины в том нет и не было. И уж лучше мне умереть теперь, коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем Николаем Петровичем. Фенечка, любите. Любите моего брата. Он такой добрый, хороший человек. Не изменяйте ему ни для кого на свете. Не слушайте ничьих речей. Подумайте, что может быть ужасней, как любить и не быть любимым. Не покидайте никогда моего бедного Николая. Господин Базаров ждут вас в вашей комнате. А? Когда он приехал? Минуту назад пожаловали. Велели Анне Сергеевне о себе не докладывать, а прямо к вам себя провести.
господин Базаров ждут вас в вашей комнате. А? Когда он приехал? Минуту назад, пожалуй. Велели Анне Сергеевне о себе не докладывать, а прямо к вам себя провести. Вот неожиданно. Какими судьбами? Ну, раздевайся. Что же ты? Все у нас в доме благополучно? Все здоровы, а? Все благополучно. Но не все здоровы. Ты одна? Нет, мы вдвоем. Это я вижу. А он, стало быть, ушел к себе? Да. Вы не поссорились, я надеюсь? Нет. Как ты торжественно отвечаешь? Да, я забыла сказать, тебе из города привезли новые ботинки, поди примерь. Твои старые совсем износились. Ты у меня хоть не кокетка, но не забывай, что ножки у тебя прелестные. Да и руки хороши, только велики немножко. Так что ножками надо брать, ножками. Да, брат, вот что значит феодалами пожить. Сам феодал и попадешь, и в рыцарских турнирах участвовать будешь. А приехал я сюда, черт знает зачем. Должно быть взглянуть на то, с чем я расстался. Ну, я надеюсь, что эти слова ко мне не относятся. Будто это так огорчит тебя. Мне сдается, что мы давно с тобой расстались. Ты такой аккуратненький, да чистенький. Должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично. Да какие мои дела с Анной Сергеевной? Разве ты не за этим сюда приехал, птенчик? Разве ты не влюблен в нее? Или что? Пришла пора поскромничать? Евгений, да я божусь тебе, что ты ошибаешься. Божусь, новое слово. Ну что ж, кажется, пришла пора расставаться. Кстати, я не велел откладывать лошадей. Это невозможно, это невозможно. Да, и почему? Ну, потому что я уже не говорю про себя, но это в высшей степени неудобно перед Анной Сергеевной, и потом она непременно захочет себя обидеть. Ну, в этом ты ошибаешься. Да. Анна Сергеевна просит господина Базарова сойти к ней на террасу через 15 минут. Принесите чемодан господина Базарова. Слушаюсь. Анна Сергеевна, я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который давно опомнился. И надеюсь, что и другие забыли его глупости. Кто старое помянет, тому глаз вон. Тем более, говоря по совести, я тогда согрешила, если не кокетством, так чем-то другим. Одним словом, останемся приятелями по-прежнему. То был сон, не правда ли? А кто их помнит? Кто ж их помнит? Да притом любовь чувство напускное. В самом деле, мне очень приятно это слышать. А что вы делали все это время у Кирсановых? Я работал. А я сперва хандрила, бог знает от чего. Потом это прошло. Кстати, знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тесной дружбы с Аркадием Николаевичем. Я находила его довольно незначительным. Но теперь я его лучше узнала и убедилась, что он умен. А главное, он молод. Молод, не то, что мы с вами. Да разве мы стары? Мы оба уже пожили, устали. Мы оба, к чему церемониться, достаточно умны. Сначала мы заинтересовали друг друга. Любопытство было возбуждено. А потом? А потом я выдохся.
Я не люблю это место с тех пор, как увидела там мужа. Мы не нуждались друг в друге. Вот главное. В нас слишком много было, как бы это сказать, однородного. Напротив, Аркадий. Вы в нем нуждаетесь? Полноте, Евгений Васильевич. Я знаю, что гожусь ему в тетке. Но я не хочу скрывать от вас, что я стала чаще думать о нем. Есть какая-то прелесть. Слово обаяние, Анна Сергеевна, употребите в подобных случаях. Я люблю вас. Я люблю вас навек и безвозвратно. И никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мнение и просить ваши руки. Вы не отвечаете? Вы мне не верите? Вы думаете, что я говорю легкомысленно? Но вспомните эти последние дни. Неужели вы давно не убедились, что все другое, поймите меня, все другое давно исчезло без следа? Скажите мне одно слово. Я люблю вас, поверьте же мне. Да. Да? Вы сказали «да». Что значит это слово? То ли, что я люблю вас, что вы верите мне, или... Да. Катя! Катя! Он с Катей совсем как брат. И это мне в нем нравится. Хотя, может быть, мне не следовало позволять такую доверительную близость между ними. Это у вас говорит сестра? Разумеется. Господин Кирсанов просил передать. Что еще? Ничего, Ступай. слушаюсь. Вы знаете, я вас боюсь. И в то же время я вам доверяю. Потому что в сущности вы очень добры. Во-первых, я не добр. А во-вторых... Да вы читаете письмо, Анна Сергеевна, читаете. А во-вторых, я уже потерял для вас всякое значение. Евгений Васильевич. Он просит Катины руки. Вот как? Что же вы намерены теперь сделать? А что вы мне посоветуете? Да я полагаю, надо благословить молодых людей. Вы думаете? Ну что ж, никаких препятствий не вижу. Я рада за Катю и за Аркадия Николаевича тоже. Ну, разумеется, я подожду ответа отца. Как это я раньше ничего не видела? Нынешняя молодежь больно хитра стала. Да. Прощайте. Желаю вам окончить это дело самым наилучшим образом, а я издали порадуюсь. Вы уезжаете? А чего же вам теперь не остаться? Останьтесь. С вами говорить весело. Точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда? Смелость берется. Останьтесь. Благодарю за приглашение, Анна Сергеевна. Летучие рыбы некоторое время могут оставаться в воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду. Позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию. Нет. Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте. Будьте здоровы. Я убеждена, что мы видимся не последний раз. Чего на свете не бывает. Так ты надумал гнездо себе свесь? Что ж, дело хорошее. Только напрасно ты со мной лукавил. Да я сам не ожидал, что так получится, когда мы с тобой расстались. И потом, зачем ты мне говоришь? Дело хорошее, когда я знаю твое мнение о браке. Эх, друг любезный, не обижайся. Ты же знаешь мое мнение о Катерине Сергеевне. Она у себя обстоит. Да так обстоит, что еще и тебя к рукам приберет. Да это так следует.
И повторю тебе на прощание, потому что расстаемся мы с тобой навсегда. Да ты и сам это чувствуешь. Ты поступил умно. Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. Ваш брат-дворянин дальше благородного смирения или кипения дойти не может. А это пустяки. Вы, например, не деретесь, а воображаете себя молодцом. А мы драться хотим. Да что там? Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает. Да ты и не дорос до нас. Ты невольно любуешься собой. Тебе приятно себя бронить, а нам это скучно. Нам других подавай. Нам других ломать надо. Ты славный малый. Но все-таки ты мягенький, либеральный барич. Валя то, как говорит мой родитель. Евгений. Евгений! Ты навсегда прощаешься со мной, Евгений. Неужели у тебя нет других слов для меня? Есть, Аркадий. Есть у меня другие слова. Только я тебе их не скажу. Потому что это романтизм, это значит рассиропиться. А ты женись поскорей. Да своим гнездом обзаводись. Да наделай детишек побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя родятся. Не то, что мы с тобой. Ах, не целуй меня, твои лапзания волнуют кровь во мне. Ах, не шепчи ты мне, речей безумных. Прощай, брат. Прощайте, сеньор! Поздно. Надо везти домой, чтобы успел проститься с близкими. Поздно. Господи, помилуй, барин.
Янюшка приехал. Арина! Приехал. Что с ним? Тиф. Давно без памяти? С вечера. Финита ля комедия. Как же? Я же говорил тебе, что поздно. Я боюсь, ты его живым до дому не довезешь. Как же так? Ведь брат, барин. Петька! Я к тебе на целых 6 недель приехал, старина. Я работать хочу. Так что уж ты, пожалуйста, не мешай мне. Ты физиономию мою забудешь. Вот как я тебе буду мешать. Так, пойду умоюсь и обедать. Янюшечка. Матушка моя, в первый приезд Енюшки мы ему надоедали маленько. Надо быть умнее. У тебя обед готов? Да. Давай, иди командуй. Сейчас. Что ты все около меня ходишь на цыпочках? Эта манера еще хуже прежней. Нет, нет, я ничего. Иди, иди. Я же тебе сказал, что уже поздно. Ни я, ни он, теперь уже его никто не спасет. Так ведь брат младший. Хоть кол на голове тиши.
чем Евгений дело? Васильевич велели передать, чтобы вы их ночевать не ждали. А где он? Из Лачного на выселке пошел. У нас там еще 3 померли. Васечка, ни свет ни заря прикатили. И Нюшку спрашивают. Ни свет ни заря. Господина доктора. Нельзя ли побеспокоить Евгения Васильевича? А он в Лачинове должен быть. Или на выселках мужиков лечит. А вы откуда приехали? Мы-то из Ермишкина. Из Кузюков, Комаровские мы. Тормохова. Нету Евгения Васильевича. И когда будет, не ведаю. Ну. Ты уже приехал, а тебя тут все спрашивают, да спрашивают. Иди, отец. Мне еще работать нужно. Синюша. Отец, у тебя нет адского камня? Есть. А на что тебе? Да нужно. Палец прижечь. Кому? Себе. Как это? Себе. Что ж такое? А где эта рамка? А ну-ка покажи. Да на пальце.
Был в деревне, но помнишь, откуда тифозного мужика привезли? Они почему-то его вскрывать собрались. А я давно в этом деле не упражнялся. Ну? Ну и попросил уездного врача. Ну и порезался. Ради самого Бога позволь мне это сделать самому. Какой ты охотник до практики. Покажи палец. Ранка-то невелика. Не больно? Напирай сильнее, не бойся. А как ты полагаешь, Евгений, не следует ли нам прижечь железом? Это бы раньше надо было сделать. А теперь по-настоящему и адский камень не нужен. С тех пор ведь 4 часа прошло слишком. Это что же, у уездного и прижечь нечем было? Видел бы ты его инструменты. Сегодня, кажется, хорошо заготовлено, Арина Власьевна. А ты почему не ешь, Евгений? Да не хочу. Вот и не ем. Ну что, аппетиту нету? Голова болит? Болеть? А чё же ей не болеть? Ты уж извини меня, пожалуйста, но позволь мне у тебя пульс пощупать. Да я и не щупаю, скажу тебе, что у меня жар. И озноб был? Был озноб. Пойду прилягу. А вы пришлите мне липового чая. Простудился, должно быть. Тут я слышал, ты сегодня ночью кашлял. Простудился. Иди спать. Иди спать. Как дышит? Как дышит, Янюша? Лучше. Иди спать. Иди.
А мать спит? Уснула. Я за доктором послал, Евгений. Старина. Дело мое дрянное. Я заражен. И скоро ты хоронить меня будешь. Евгений, да что ты? Побойся Бога. Ты простудился. Помнишь, я просил тебя прижечь? Да нет. Ты просто простудился. Полно. Ты же врач. Но признаки где, помилуй? А это что? Ну, положим, если даже это что-то вроде заражения. Пими. Ну да, что-то вроде инфекции. Пими. Заражение крови. Аль уж ты забыл свои тетрадки. Да. Пусть будет, по-твоему. И все-таки мы тебя вылечим, Евгений. Мы тебя вылечим. Но это дудки. Но дело не в том. Я не ожидал, что так скоро умру. Это случайность, по правде сказать, очень неприятная. Вы с матерью теперь должны воспользоваться тем, что у вас религия сильна. Вот вам случай поставить ее на пробу. Дай попить. Я хочу попросить тебя об одной вещи. Пока еще голова моя в моей власти. Завтра или послезавтра, ты сам знаешь. Мозг мой ведь в отставку подаст. Я и сейчас не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Я пока лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки бегали. А ты около меня стойку делал, как над Тетеревым. Ага, точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь? Помилуй, Евгений, ты говоришь совершенно как следует. Ну и тем лучше. Ты послал за доктором? Угу. Этим ты себя потешил. Потеши меня. Пошли Нарочного. К Аркадию Николаевичу. Кто такой Аркадий Николаевич? А, да. Птенец этот. Нет, ты его не трогай. Он сейчас гнездо себе вьет. Не удивляйся, это еще не бред. Ты пошли Нарочного
к Одинцовой, Анне Сергеевне. Есть тут такая помещица, знаешь? Угу. Пусть передаст. Евгений Малбазаров кланяться велел. И велел передать, что умирает. Исполнишь? Исполню. Возможно ли это дело, чтобы ты умер, Евгений? Ты, Евгений, сам посуди. Где же тогда справедливость? Это мне неизвестно. Только ты Нарочного пошли. Сию минуту. И сам же письмо напишу. Нет, зачем? Скажи, мол, кланяться велел. Больше ничего не нужно. Молись, Арина. Наш сын умирает. Следует, по-моему, держаться методы выжидательной. Организм сильный, вполне возможно, что и сам справится. А вам случалось видеть, чтобы люди в моем положении не отправлялись на небеса? Сила-то, сила, вот она тут, а надо умирать. Старик тут, по крайней мере, успевает отвыкнуть от жизни. А я... Поди ж ты попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста. Кто там плачет? Мать? Бедная. Кого-то она теперь будет кормить своим удивительным борщом. А ты, Василий Иванович, тоже нёнишь. Но коли христианство не помогает, так будь философом, стоиком, что ли. Ведь ты же хвастался, что ты философ. Какой я философ? Этого укрепляющего, согревающего.
королева. Не хочу бредить. Не хочу. Из 8 вычесть 10. Сколько это будет? Не хочу. Нет! Причеши меня. Ну как ты, Янюша? Сухо. Жар был. Пить. Чай есть? Да. Правда, уже остыл. Ну как, похорошел? Слава Богу, был кризис. И прошел кризис. Как подумаешь. Слово-то что значит? Нашел, сказал его кризис. И утешен. Тебе лучше, вот что я вижу. И вот что меня радует. Ну и прекрасно. Радоваться всегда не худо. Руки после меня вымой. А кто я? Помнишь? Послал. Послал, а как же? Тимофеича послал. Евгений, сын мой, дорогой мой, милый сын. Что? Мой отец. Евгений. Евгений, тебе сейчас лучше. Бог даст, ты выздоровеешь. Так воспользуйся этим временем.
утешь нас с матерью. Исполни долг христианина. Каково мне тебя сейчас спросить об этом? Ведь навеки, Евгений. Каково-то? Подумай. Что ж, я не отказываюсь, если это может вас с матерью утешить. Но ведь ты же сам сказал, что мне стало лучше. Тебе лучше, Евгений, лучше. Но кто знает, все в Божьей воле. А исполнивший долг? Нет, я подожду. А если мы с тобой ошиблись? Что ж, ведь и беспамятных причащают. Да ты помилуй, Евгений. Нет, я подожду. А теперь оставь меня. Я хочу спать. Не мешай мне. Я Одинцова. Евгений Васильевич жив? Жив. Благодетельница. Вы его отец? Я привезла с собой доктора. И теперь будет спасен. Жена, к нам ангел с неба. Аринушка, что вы? К нам ангел прилетел. Погодите. Прошу вас, проходите. Прошу. Милости прошу. Садитесь. Wo ist der Kranke? И где есть пациент? Здесь, милости прошу. Вертестергер, коллега. Прошу вас. Возьми. Она здесь. Здесь. Я хочу ее видеть. Ты ее увидишь. Я хочу ее видеть. Ты ее увидишь, Евгений. Но сперва надо побеседовать с господином доктором. Беседуйте. Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein, wie ich sehe. Ich habe. Знаете, лучше давайте по-русски. Ага. Так вот. Как это... Пожалуй. Прошу вас. Прошу вас, господин доктор.
надежда. Анна Сергеевна, пожалуйте. Спасибо. Вот мы и еще раз увиделись. Как вы и обещали. Это по-царски. Говорят, царей тоже посещают умирающих. Евгений Васильевич, я надеюсь, что... Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. Старая штука смерть, а каждому вновь. Какая вы славная. И теперь вот вы стоите передо мной. Такая красивая. Евгений Васильевич. Ничего, не подходите ко мне. Останьтесь там. Ведь моя болезнь заразительная. Великодушная. Живите долго. Это лучше всего. И пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище. Червяк полураздавленный, еще топорщится. Тоже чего-то хочет. И тоже думал, не умру, обломаю. Задача есть, ведь я гигант. Евгений Васильевич. А теперь вся задача гиганта, как бы умереть поприличней. Меня вы забудете, а мертвый живому не товарищ. Отец станет вам говорить, что вот, мол, такого человека Россия теряет. Это чепуха. Но вы его не разуверяете в этом. Чем бы дитя не тешилось. И мать, приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать. Я нужен России. Нет. Видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен. Портной нужен. Мясник нужен. Мясо продает. Продает. Мясо. Постойте. Я, кажется, путаюсь.
есть лес. Евгений Васильевич, я здесь. Прощайте. Послушайте, ведь я вас так и не поцеловал. Тогда. И довольно. Теперь темнота. Ну что? Он уснул. Уснул. Я же говорил, что я возвращу! 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 Венчается раб Божий Аркадий, рабе Божией Екатерине, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Анну Сергеевну Одинцову тоже ожидает впереди замужество. Хотя и не по любви, но по убеждению. Выйдет она за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, еще молодого, доброго и холодного, как лед. Они будут жить в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья, пожалуй, до любви. Николай Петрович попал в мировые посредники. Он беспрестанно разъезжает по своему участку и произносит длинные речи. И все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни крестьян, ни дворян. И для тех, и для других он оказался слишком мягок. Аркадий сделался отличным хозяином. Их имение в Марьине приносит значительный доход. Павел Петрович Кирсанов после женитьбы брата и племянника уехал за границу и остался на жительство в Дрездене, где его великолепные манеры и безупречное поведение вызывают неизменное уважение и даже восхищение. У Катерины Сергеевны и Аркадия через год родился сын Коля, а Митя уже бегает молодцом и болтает речисто.